Всем привет! Стоит ли переплачивать за топовый S10 Plus? Или с головой хватит средней десятки, или может младшей ешки? Сегодня постараемся поставить точку в вопросе выбора между тремя Galaxy S10. Пройдемся по их главным отличиям. После этого поделюсь впечатлениями о новых Galaxy Buds, которые заряжаются прямо от смартфона. Расскажу, что в них интересного, как сидят и что по звуку. Также напоминаю, что у нас продолжается конкурс, в котором участвуют новые часы, наушники и даже сам Galaxy S10. Если еще не приняли участие, то вот ссылка. Итак, чем отличаются десятки между собой? Я сейчас не буду заново проходить все характеристики, углубляться в новые функции, все это есть в прошлых видео. Сейчас только о главных отличиях. Самое очевидное — это, конечно же, диагональ экранов. 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма. Разницу в плотности пикселей лично я не замечаю, но кому интересны цифры, больше всего у среднего S10 550 ppi, а меньше у плюса 438. Матрицы технологии одинаковые, только у Ешки экран плоский, а у старших загнутый по краям. Это делает картинку чуть интереснее, ну и к дизайну +1. Еще самого меньшего обделили сканером отпечатков под экраном. У него он совмещен с кнопкой питания на боковой стороне. Это также одно из ключевых отличий. Фронталки. Все умеют снимать видео в 4К и делать селфи с углом 80 или 90 градусов. В этом плане отличается только S10 Plus, у которого два модуля. Второй используется только для более точного эффекта боке. Этот режим есть и у двух младших смартфонов, но работает он не так аккуратно. Хотя можете сами сравнить фото и решить, стоит ли вам гнаться за двумя фронталками или нет. По производительности никакой разницы нет. Вряд ли вы заметите, что у Ешки на 2 гигабайта меньше ОЗУ. Все три десятки одинаково мощные, а вот лимит постоянной памяти заметить легко. На данный момент на нашем рынке Samsung предлагает в основном версии на 128 гигов, но есть также и самая крутая версия на 512 в керамическом исполнении. Она идет только в двух цветах – черном и белом. Самая же широкая палитра у Ешки – 4 цвета, в том числе цитрин. У остальных галактик такого нет. С автономностью у десяток полный порядок. Экономичные AMOLED и 8-нанометровое железо этому способствуют. Особых отличий между двумя младшими я не заметила. Разница в батареях нивелируется диагоналями. А вот плюс живет на 15-20% больше обоих, в зависимости от нагрузки. Камеры. У Ешки только два модуля. Основной с изменяемой диафрагмой и дополнительный для широкоугольной съемки с углом обзора 123 градуса. Фото и видеосъемка у нее точно такая же, как у старших десяток. Отличие только в том, что у последних есть телевик, который добавляет в функционал двукратный оптический зум и более точное боке. Хотя и Ешка может снимать с размытием, пускай и с менее аккуратными контурами. Гляньте примеры. Если разница для вас несущественная, то в плане камер отличие сводится только к двукратному приближению. Выводы по смартфонам я сделаю в конце видео. Сейчас же перехожу к Galaxy Buds и расскажу о своих впечатлениях. При первом взгляде сразу узнается сходство с Gear Icon X. Примерно такой же футляр и форм-фактор самих наушников. Но в отличие от айконов, у них нет опции фитнес-трекера и встроенной памяти, чтобы можно было слушать музыку автономно без смартфона. Что интересного из функций? Озвучка уведомлений. Список приложений настраивается, все как положено. Есть поиск наушников, который включает очень громкий звук маячка. В тишине его слышно даже метров с 10. Внутриканальные наушники как затычки. Вставил, и шум как будто тумблером вырубили. Для музыки оно-то классно, но иногда нужно слышать, что происходит вокруг. На этот случай есть режим звукового окружения, который включает микрофоны и передает звуки извне в наушники. И это действительно работает. Появляется такое легкое шипение, и слышимость становится намного лучше. Ну и, конечно, сенсорное управление. Есть традиционные этапы для переключения треков и одно дополнительное действие удержанием пальца. Его можно настроить, чтобы один наушник делал тише, а второй громче. Приглушалась музыка или запускался Google Ассистент. Теперь об удобстве. У внутриканальных наушников, они же вакуумные в народе, есть как сторонники, так и противники. Лично я отношусь к первым, поэтому делайте поправку на это. Я ходила с бадсами максимум по 4 часа подряд, и при этом никакого дискомфорта не появлялось. Сидят идеально. Вот этот гребешок силиконовый мягко цепляется, и после наушникам вообще нереально выпасть. Я все перепробовала
перепробовала. Крутила головой, прыгала, провела пару тренировок, бегала. Сидят как влитые. При этом легкие и почти не чувствуются, ну, кроме что самих амбушюр. Тут, как и со всеми внутриканальными. Если спокойно пользуетесь проводными вакуумными, то и с этими будет все замечательно. Плюс их можно подогнать под себя. Вот эта штука съемная, а в комплекте есть горстка амбушюр и насадок. И главное, качество передачи голоса и звук. Я разговаривала по S10, потом по бацам, никто даже не замечал разницы. Слышно очень хорошо, голос громкий и чистый. По одному наушнику тоже можно говорить, но это минус один микрофон. Особенно порадовала музыка. Я хоть иногда и жалуюсь, что 3,5 мм джек убирают все чаще, но чем больше будет таких наушников, тем меньше буду об этом переживать. Звучат бацы очень и очень классно. У них мягкий бас, его много, насыщенные средние и высокие частоты, а также избыточный запас громкости. На максималке переходить физически больно. В основном слушала их при 70-80% мощности. Разные стили музыки играют одинаково хорошо, но есть смысл перебрать режимы эквалайзера под себя, чтобы было вообще идеально. По времени выходило около 6 часов от одного заряда в музыке и до 5 разговоров. Хотя нон-стопом вряд ли кто-то будет столько слушать или говорить. А в футляре наушники все равно быстро заряжаются. За 15 минут еще почти 2 часа прослушивания. Всего же батарейка кейса на 252 мАч добавляет 7 часов работы, а в сумме это уже 13 часов музыки. Но и тут все это условные цифры, потому что в любой момент бацы заряжаются прямо от смартфона по реверсивной беспроводной зарядке каждого из Galaxy S10. Не нужно ждать вечера, чтобы поставить на ночь или тягать с собой провод. Учитывая это, вопрос автономности, можно сказать, вообще отпадает. Выводы начну со смартфонов. Какую десятку брать лучше? Если важна компактность и готовы пожертвовать сканером под экраном и телевиком, то S10e это то, что нужно. Ведь в остальном он почти не уступает старшим моделям. Galaxy S10 это золотая середина. У него экран побольше и края изогнуты. Есть крутой сканер отпечатков и телевик для зума и более точного боке. В свою очередь, плюс-версию стоит рассматривать в первую очередь, если нужен самый большой экран среди самсунгов и одна из лучших батарей вообще среди флагманов. Что касается Galaxy Buds, то мне они понравились. Если вы дружите с внутриканальными наушниками как таковыми, то и эти подойдут не хуже. Они отлично сидят, нигде не давят, есть интересные функции, играют очень хорошо и в любой момент могут подзарядиться от десятки. Кстати, о ней. Напоминаю про конкурс с 3 крутыми призами: часами, бацами и Galaxy S10. Ссылка вот тут. Пишите, какая из 3 десяток, на ваш взгляд, самая оптимальная и как вам новые Galaxy Buds. Если видео было полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы новые видео не прошли мимо. Спасибо за просмотр и пока!